Эту книгу называют «Словом Божьим». На ней клянутся в судах, на ней веками строили империи, за нее умирали и убивали миллионы людей. Но что, если за святыми строками скрывается не божественное откровение, а самый масштабный проект по управлению человечеством? Я здесь не для того, чтобы рассказывать вам очередные сказки. То, что вы услышите, это результат моей глубочайшей проверки каждого факта. Я не предлагаю вам верить мне на слово. Каждый из вас имеет прямой доступ к тем источникам, о которых я расскажу. Если, конечно, вы знаете, где именно искать. Сегодня я представлю вам только сухие факты, которые начали всплывать на поверхность спустя более 1700 лет тщательно охраняемого молчания. Мы снимем позолоту с обложки и заглянем в истинную историю, которую от нас скрывали веками. Вы когда-нибудь задумывались, почему в главной книге человечества столько противоречий? Почему одни тексты в нее вошли, а другие были объявлены ересью и сожжены? Сегодня мы проведем расследование длиной в 2000 лет. Мы не будем опираться на веру, мы будем опираться на архивные документы, находки археологов и текстологический анализ. Я покажу вам, как политические интересы и жажда власти слой за слоем заменяли живое знание на удобную ложь. Мы разберем, что скрывали от нас до 325 года, что произошло на самом соборе и как фальсификации продолжались столетиями позже. Я спрашиваю об этом, потому что эти мысли не давали мне покоя очень долгое время. Опираясь на факты, которые нашли археологи, и на то, что десятилетиями было спрятано в архивах Ватикана, поверьте, мне есть что вам рассказать. Присаживайтесь поудобнее. У меня буквально волосы встали дыбом, когда я узнал правду о так называемой Святой книге. До 325 года мир жил в совершенно другой реальности. Не было христианства как религии диктатора. Было пространство знания. Факты подтверждают, люди читали более 30 разных Евангелий. Это не были сказки о чудесах. Это были глубокие инструкции по работе с энергией, сознанием и выходом на высшее «Я». Люди в разных уголках Земли черпали мудрость из 30 источников, и им не нужны были посредники в золотых рясах. Это были вибрации 4D-матрицы, свобода, единство и личная ответственность. До 325 года мир знал другого Иисуса. Это не был персонаж из сказки, требующий поклонения. Это был великий мастер, который преподавал истину о строении нашей реальности. Факты подтверждают, его подлинные наставления были записаны в более чем 30 источниках. Иисус не строил храмов из камня, он давал прямые инструкции, как активировать внутреннюю энергию и выйти на связь с высшим «Я». Это были вибрации 4D-матрицы. Он открыто говорил «Бог внутри вас», подразумевая, что каждый человек – это проводник божественного света. 30 Евангелий были 30 практическими уроками того, как стать свободным творцом своей жизни. Что же было в тех 30 книгах, которые так яростно уничтожала 3D-матрица? Это не были рассказы о внешних чудесах. Это были прикладные знания о нашей ДНК. Там описывались технологии работы с внутренним светом, методы исцеления через вибрации и способы управления реальностью силой мысли. В этих текстах Иисус объяснял, как выйти из-под влияния программ страха и нужды. Это была наука о переходе в 4D-пространство. Нам оставили сказку о воде, превращенной в вино, но скрыли знания о том, как превратить свою биологическую клетку в световой носитель. В 30 источниках хранилась формула бессмертия сознания, которую заменили на догму о смерти и воскрешении в далеком будущем. Посмотрите на имена тех, чьи свидетельства были объявлены опасными. Это были ближайшие ученики, видевшие истину своими глазами. Святой Фома писал о том, что царство внутри нас и вокруг нас, а не в зданиях из дерева и камня. Святой Филипп раскрывал тайны сакрального союза мужской и женской энергии как ключа к целостности. Мария Магдалина, которую 3D-матрица пыталась унизить, на самом деле была главной ученицей, хранившей глубочайшие знания о сердце. Каждый из них оставил свой код, свою часть общей мозаики. Эти святые не просили нас страдать или каяться, они призывали нас проснуться. Но в 325 году их живые голоса заменили на отфильтрованные пересказы. Вместо 30 прямых свидетельств очевидцев мы получили 4 отредактированных версии, в которых стерты все упоминания о личной силе человека. Почему система так боялась этих текстов? Потому что святые в своих 30 книгах в один голос утверждали: посредники не нужны, связь с Творцом – это прямая линия. Признав эти знания истинными, 3D-империя потеряла бы власть над людьми, поэтому они выбрали путь зачистки. Они оставили только то, что помогает удерживать человека в вибрациях пятерки, в вибрациях разделения и борьбы. Из живых мастеров, которые учили нас летать, святых превратили в мучеников, чья главная заслуга – страдания. Это величайшая подмена в истории, которая длится уже более 1700 лет. В официальной версии Марию представили как смиренную фигуру, но скрытые тексты, те самые 30 источников, говорят о другом. Мария была высочайшим посвященным мастером. Ее уровень вибраций был запредельным для обычного человека, от 20 тысяч и выше.
Она не была просто биологической матерью, она была биологическим порталом. Чтобы в плотный мир 3D-матрицы вошел дух такой силы, как Иисус, материя должна была вибрировать на колоссальной частоте. В древних текстах, которые не вошли в Библию, описывается, что Мария с детства обучалась практикам управления светом. Ее тело было подготовлено как совершенный резонатор. В 4D-матрице женская энергия – это созидающая сила, и Мария была ее главным земным проявлением, обладая чистотой, способной трансформировать саму структуру реальности. О чем же Иисус говорил в тех 30 книгах, которые империя объявила опасными? Он преподавал не религию, а биологию света. Первое. Он учил, что каждый человек имеет прямую связь с Высшим Я. В Евангелии от Фомы он прямо говорит: «Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны». Это была инструкция по активации светового тела. Второе. Он передавал конкретные технологии исцеления. То, что сегодня мы называем ладом живота или работой с биоэнергией, было базовым знанием его школы. Он объяснял, как через звук и частоту вибраций, отказ от тяжелых энергий 3D-матрицы, человек может перепрошить свою клетку. Третье. Он передавал код 369. Это была наука о том, как числа и звуковые волны управляют материей. Иисус показывал, как выйти из-под влияния программ страха и нужды. Его учение было технологией свободы, а не религией послушания. Он пришел не для того, чтобы за него умирали, а для того, чтобы люди научились жить на чистоте Творца. Самое запретное знание, которое было в тех 30 книгах, это знание о том, что смерти нет, а есть только смена плотности. Иисус на своем примере показал процесс перехода из 3D в 4D реальность. Он учил, что вера – это не слепое доверие, а знание законов энергии. Именно эти инструкции были заменены в 325 году на сказки о чудесах. Вместо того, чтобы дать людям инструменты для собственного вознесения, система оставила им только ожидание Спасителя. Но истинный Иисус и его мать Мария оставили нам ключи к собственной силе. Пришло время вернуть эти 30 источников и вспомнить, кто мы есть на самом деле. В канонической Библии нам говорят «ждите спасения». Но в Евангелии от Фомы, одном из 30 изъятых текстов, Иисус говорит совершенно другое. Прямая цитата. «Если те, кто ведут вас, скажут вам: смотрите, царствие в небе, тогда птицы небесные опередят вас, но царствие внутри вас и вне вас». Это и есть база 4D-матрицы. Иисус объяснил, что Бог – это не дедушка на облаке, а квантовое поле сознания, в котором мы находимся. Он учил, что когда вы познаете себя, вы поймете, что вы и есть это поле. В 325 году это знание заменили на внешние обряды, чтобы человек никогда не заглянул внутрь своей ДНК, где записан код Творца. Система скрыла от нас, что Иисус был величайшим целителем, который знал все о чистоте организма. В Евангелии мира от Есеев он дает четкую инструкцию по питанию и очищению. Он говорил: «Не убивайте ни людей, ни животных, ни пищу, которая входит в ваш рот». И Иисус учил, что живая еда и вода – это носители солнечного света, которые повышают вибрации тела до уровня 4D. Он объяснял, что болезни – это блокировки энергии в теле, и учил, как через посты и дыхание возвращать телу первозданный лад. В официальной сказке об этом не сказано ни слова, потому что больное и тяжелое тело – идеальный раб для 3D-матрицы. В Евангелии от Филиппа раскрывается тайна того, как Иисус управлял материей. Он обучал своих учеников науке резонанса. Он говорил, что истина не пришла в мир обнаженный, но она пришла в символах и образах. Это и есть ключ к коду 369. Иисус знал, что все в мире – это вибрация. Когда он исцелял или превращал воду, он не делал фокусов. Он просто менял частоту материи своим голосом и намерением. Он учил, что слово – это программа. Но в 325 году эту науку назвали магией и ересью, оставив людям лишь пустые просьбы, лишенные силы и понимания законов физики. Мы должны осознать, Иисус не мог появиться в низкой плотности. Его мать Мария была мастером, которая подготовила поле. В скрытых книгах описывается ее жизнь как непрерывная практика удержания света. Ее вибрации были выше 20 тысяч, что позволяло ей общаться с существами высших планов. Иисус и Мария работали в паре как мужское и женское начало, восстанавливая баланс энергии на Земле. Это было учение о целостности. Матрица 3D разделила их. Одного сделала Богом, вторую – прислугой. Но в реальности это был союз двух мастеров, пришедших передать нам технологию перехода в мир, где нет страданий и болезней. Официальная версия говорит нам, что Иисус в пустыне мучился от голода. Это величайшая ложь 3D-матрицы. На самом деле его пост длился 43 дня, и это было время его величайшего триумфа. Когда тело чисто от шлаков и грязи, оно не знает, что такое усталость. Иисус шел по пустыне, и каждый его шаг был наполнен колоссальной энергией. Он не выживал, он переходил на питание чистым светом. 43 дня – это код полной активации божественной ДНК.
Это состояние доступно каждому из нас, если убрать из организма шум и токсины. Мы все можем быть как Иисус, потому что Он пришел показать возможности нашего собственного тела. Но почему сегодня люди боятся даже мысли о долгом посте? Потому что система через церковь создала изощренную ловушку. Посмотрите на полки магазинов во время поста. Вам предлагают постное мороженое, постные торты и сладости. В них нет молока или яиц, и вам говорят, что вы чисты перед законом. Но это величайший обман. Эти продукты накачаны тоннами сахара и химии. Сахар – это биологический клей. Он входит в ваши клетки и буквально склеивает их изнутри, превращая ваш живой организм в вязкое болото. В таком состоянии клетки не могут проводить свет 4D-матрицы. Система специально подсовывает вам эти дозволенные сладости, чтобы вы чувствовали тяжесть и сонливость, думая, что это смирение. На самом деле, это просто блокировка ваших энергетических каналов. Иисус не ел постное мороженое с сахаром. Он знал, что чистое тело – это проводник, а засахаренное, склеенное тело – это тюрьма для духа, которая никогда не поднимется выше чистоты выживания. Иисус знал секрет истинной чистоты. Он не забивал свое тело углеводным мусором, который вызывает брожение и тяжесть. В тех 30 источниках, которые были скрыты, мастер учил: тело должно быть легким, как воздух. Картофель и хлеб – это инструменты удержания сознания в 3D-плотности. Они вызывают ложное чувство сытости, которое на самом деле является энергетической комой. Иисус ходил по пустыне 43 дня без тени усталости именно потому, что в его жилах не было этого сахарного клея. Его кровь была чистой, как свет. Посмотрите на церковный пост сегодня. Это углеводный плен. Нас заставляют есть то, что приземляет, чтобы мы никогда не взлетели. Настоящий пост – это выход из зависимости от всех видов сахара, включая скрытые крахмалы. Только когда клетка освобождается от этого клея, она начинает вибрировать на частоте 20 тысяч и выше. Только тогда вы становитесь неутомимыми и сильными, какими нас создал Творец. Важно понимать, что Иисус пришел в этот мир как обычный человек, такой же, как мы с вами. Он не родился с готовыми способностями, а стал мастером через колоссальный труд, годы учений и глубочайшие практики. Благодаря этому его тело достигло невероятной степени чистоты. Здесь кроется важный биологический секрет. Потребность в еде напрямую зависит от внутренней микрофлоры. Чем чище становится организм, тем меньше в нем остается низкочастотных микроорганизмов, которые буквально требуют подпитки извне. Иисус настолько очистил свой храм, что его тело перестало нуждаться в грубой пище. Когда микрофлора становится созидательной, а не паразитарной, человек перестает быть рабом метаболического голода. Это был реальный физический процесс очищения, который позволил ему выйти за пределы нужд 3D-матрицы. Существуют древние свидетельства, например, фрагменты письма гностика Валентина, датируемые II веком. Он сохранил уникальный факт. Иисус обладал такой внутренней чистотой, что его физиология полностью подчинялась духу. Валентин прямо писал, что Иисус ел и пил особым образом, не выделяя пищу. Вдумайтесь в это. Внутри его тела не происходило процессов гниения или распада. Это состояние абсолютной воздержанности или энкратеи, когда энергия черпается не из калорий, а напрямую из источника. Пища внутри него не превращалась в отходы, потому что его вибрации были настолько высоки, что любая материя мгновенно трансмутировала в чистую энергию. Это и есть истинное состояние существа, свободного от деструктивных программ и патогенных процессов. Позже манихеи и средневековые каторы продолжали нести это знание. Для них Иисус был существом света, чей пример вдохновлял на освобождение от оков материи. Каторы, совершенные, имитировали это состояние через практику эндуро, стремясь к полной автономии от земной еды. В Евангелии от Иоанна есть ключевая фраза «У меня есть пища, которую вы не знаете». Гностические общины понимали это буквально. Это пневматическое питание, впитывание божественной праны. Иисус призывал учеников превзойти нужды плоти, потому что все рожденное от материи временно, а рожденное от духа вечно. Археология находит остатки быта бедняков того времени, но это лишь внешняя оболочка. Те, кто шел за мастером вглубь, знали секрет питания через чистое сознание. Давайте включим холодную логику. Почему в 325 году систему так напугали 30 источников истины? Ответ прост. Эти книги давали технологию личного суверенитета. В них Иисус и его ученики объясняли, что человек – это автономная энергетическая станция. И если ты умеешь очищать тело, если ты знаешь код 369 и умеешь выходить на связь с Высшим Я, тебе не нужен император. Тебе не нужны налоги на страх, не нужны храмы и не нужна армия.
Свободный человек – это смерть для 3D-матрицы. Империи требовался способ приземлить божественных существ, обрезать им крылья и заставить их работать на поддержание системы. Именно поэтому живое знание разрезали, выкинули сердце, технологии света, и сшили из кожи пустую куклу для поклонения. Логика зачистки была гениальной и жестокой. Вместо 30 подробных инструкций по управлению реальностью нам оставили 4 отредактированных рассказа. Зачем это сделали? Первое. Чтобы создать дефицит информации. Когда у тебя мало данных, ты начинаешь сомневаться и искать того, кто тебе их объяснит. Так появились жрецы и посредники. Второе. Чтобы переключить внимание с внутреннего на внешнее. Иисус учил искать внутри. Матрица сказала: смотри на крест, смотри на икону, смотри на императора. Третье. Чтобы заблокировать тело. Они знали, если кормить людей крахмалом и сахаром, тем самым биологическим цементом, их клетки склеятся, и они никогда не почувствуют чистоту 4D. Это была спланированная акция по превращению мастеров света в послушных рабов углеводной матрицы. В 325 году они создали вибрационную тюрьму. Они удалили из Библии все, что касалось работы с энергией, лада организма и чистоты питания. Они оставили только то, что вызывает чувство вины и страха. Логика была такова: пусть они едят хлеб и картофель, пусть их тела будут тяжелыми и больными, пусть они думают, что Иисус – это недосягаемый Бог, а они грешные рабы. Именно так система заблокировала наш доступ к порталам истины. Но сегодня, когда мы вскрываем эти факты, мы начинаем очищать свои клетки от этого сахара-крахмального плена и возвращаемся к тем самым 30 ключам, которые делают нас равными мастеру. Давайте сорвем маски с тех, кто в 325 году решил приватизировать истину. Вы думаете, они были сильнее нас? Вы думаете, они обладали каким-то божественным правом? Нет. Посмотрите на них внимательно. Это были люди, погрязшие в грехе, жадности и болезнях. Они были жирными и больными, и физически, и духовно. Их тела были забиты той же грязью, которую они навязали нам. Единственное, чем они отличались, это горы украденного золота и статус больших людей. Они до смерти боялись потерять свои богатства и возможность манипулировать толпой. У них не было внутренней силы Иисуса. У них не было его вибраций выше 20 тысяч. Они были пустыми оболочками, и именно поэтому им нужно было уничтожить 30 источников живого знания. Ведь на фоне человека, который светится изнутри, их золото превращается в обычные побрякушки. Вы когда-нибудь задумывались, почему эти большие люди того времени так люто ненавидели Иисуса? Почему они не просто спорили с ним, а хотели его мучительной смерти на кресте? Ответ прост и страшен для них. Иисус говорил им правду прямо в лицо. Он не подбирал слов. Он не заискивал перед их титулами. Он смотрел на этих жирных, обвешанных золотом правителей и видел их насквозь. Видел их болезни, их страхи и их низкие вибрации. Он говорил им, кто они такие на самом деле. Паразиты, которые заперли истину и кормят народ ложью. Мастер мастеров пришел не для того, чтобы обидеть их, а для того, чтобы принести свет. Но для тех, кто привык жить во тьме и манипулировать рабами, свет – это смертный приговор. Они чувствовали себя ничтожными рядом с ним, хотя он не принижал их. Сама его чистота была для них невыносима, как ожог. Они выбрали крест как символ устрашения. Они хотели показать всем: смотрите, вот что будет с каждым, кто посмеет говорить правду и выходить из-под контроля. Но они совершили свою главную ошибку. Они не понимали, с кем имеют дело. Иисус не боялся креста, потому что он знал физику 4D-матрицы. Он знал, что смерти не существует. Он знал, что дух невозможно распять. Его бесстрашие перед смертью лишило правителей их главного оружия – страха. Когда человек не боится умереть, им невозможно управлять. И Иисус показал это всему миру. Он стоял выше их судов, выше их легионов и выше их золота. Его вибрации были настолько колоссальны, что даже на кресте он оставался победителем, а они – проигравшими трусами, которые спрятались за спинами солдат. Иисус жил и своим примером показал: страха не существует. Это лишь низкочастотная программа 3D-матрицы. Он не боялся тех, кто мнил себя хозяевами жизни тогда, и он не боится их сейчас. Почему? Потому что он владел технологией, которая стоит выше любого оружия и любого золота. Он знал, как управлять своей биологией на уровне световых кодов. Для него переход был осознанным процессом перевода тела из одной плотности в другую. Он пришел показать, что смерть – это не финал, а просто смена частоты, если твое тело чисто и вибрирует на уровне 4D. А теперь посмотрите на реакцию тех жирных и больных правителей. Когда стало ясно, что Иисус ожил, в системе произошел критический сбой. Их главная ложь, власть над жизнью и смертью, рассыпалась. Они не просто не верили, они были в ужасе.
Факты говорят о том, что они начали экстренно скупать молчание свидетелей и уничтожать любые записи о его появлении после казни. Им нужно было любой ценой убедить народ, что его просто украли или он исчез. До сих пор 3D-матрица твердит нам, что это был миф или случайность. Почему? Потому что признать факт живого Иисуса значит признать, что каждый из нас может стать бессмертным мастером своего тела. Иисус жил, потому что он был величайшим мастером на земле. Он знал, как работать с энергией эфира, как ладовать свои органы и как выходить на частоту 369, где материя подчиняется духу. В 325 году они попытались окончательно похоронить это знание под тоннами бумаги и церковных догм. Они придумали сказку о том, что его нет, чтобы вы не искали его внутри себя, в своих чистых клетках. Но истина в том, что мастер показал путь. Через очищение от сахарного и крахмального клея, через 43 дня трансформации каждый может выйти из-под контроля этой системы. Он не исчез. Он стал первым, кто открыл портал в 4D, в который мы начинаем входить только сейчас. Давайте посмотрим правде в глаза. Те жирные правители, которые распинали мастера, думали, что они победили. Они и сегодня думают, что правят миром через свои банки, указы и сахарные ловушки. Но посмотрите на них. Они заперты в своих телах. Они боятся каждого вируса. Они стареют и трясутся над своими сундуками. Это не победа. Это пожизненное заключение в самой плотной тюрьме 3D-матрицы. Они правят только в мире теней и страха. Их время ограничено их биологическим распадом, который они не могут остановить, потому что их клетки склеены сахаром, жадностью и ненавистью. А теперь посмотрите на Иисуса. Выиграл именно Он, потому что его вибрации оказались сильнее их гвоздей и их законов. После распятия он не остановился. Он доказал, что сознание мастера может продолжать учиться, эволюционировать и присутствовать среди нас даже без плотного скафандра. Он между нами прямо сейчас. Его чистота – это тот самый воздух 4D-пространства, которым мы начинаем дышать. Он выиграл, потому что он стал свободным, а они остались тюремщиками самих себя. Он преподал нам главный урок. Когда ты перестаешь бояться их инструментов контроля, их власть превращается в пыль. Так кто же выиграл? Правители, которые гниют в своем золоте, или мастер мастеров, чей свет спустя 2000 лет вскрывает замки в наших душах? Ответ очевиден. Иисус жив, потому что жива его истина о чистоте, ладе и божественном коде 369. В 325 году они пытались закрыть этот портал, но они проиграли. Сегодня мы выбираем сторону победителя. Мы выбираем чистое тело, высокие вибрации и бесстрашие. Мы выходим из-под власти жирных и больных хозяев и возвращаемся к источнику вечной силы. Иисус показал путь, и этот путь открыт для каждого, кто готов смыть с себя сахарную ложь и проснуться в новой реальности. Вы когда-нибудь задумывались, почему спустя 2000 лет церковь все еще показывает Иисуса на кресте, униженным, в крови и страданиях? Включите логику. Это делается специально, чтобы закрепить в вашем сознании образ слабости. Система 3D-матрицы хочет, чтобы вы чувствовали вину и жалость, потому что эти эмоции имеют очень низкую частоту. Пока мастер прибит к дереву в вашем воображении, вы не можете почувствовать его истинную силу. Они пытаются поставить его ниже своих догм, заперев величайшую энергию Вселенной в кадр страданий. Но истина в том, что мастер мастеров никогда не был заперт на кресте. Он везде. Он в воздухе, которым вы дышите. Он в пространстве между атомами. Он в ваших тканях, в каждой чистой клетке вашего тела. Он – это сама живая Вселенная. Он легкий, он сияющий, он неуловимый для их 3D-инструментов. Пока они целуют холодное дерево, мы должны научиться чувствовать его присутствие в собственном дыхании. Иисус не сидит на кресте, он пульсирует в ритме жизни, обучая нас выходить на уровень 4D, где нет боли, а есть только бесконечное созидание. Жирные правители прошлого и настоящего боятся этого живого Иисуса. Им удобен мертвый Иисус на стене, потому что он не может говорить и разоблачать их ложь. Но настоящий мастер никогда не покидал нас. Он показал, что тело может стать светом, и этот свет сейчас вокруг вас. Перестаньте искать его в крови и муках. Начните искать его в чистоте своего организма, в ладе своего живота, в коде 369. Когда ваши вибрации поднимутся выше 20 тысяч, вы увидите, крест – это лишь тень, а Иисус – это ослепительное солнце правды, которое греет нас изнутри. Дорогие друзья, я искренне благодарю вас за то, что вы дослушали это расследование до конца. Чтобы собрать эти крупицы истины для вас, чтобы открыть вам глаза на реальное положение вещей, я провел множество бессонных ночей. Это был огромный труд – просеять тонны лжи и выйти на чистые факты, которые 3D-матрица так тщательно прятала от нас.
Все, что я делаю, это для того, чтобы вы наконец проснулись, чтобы вы осознали свою силу и перестали быть заложниками углеводного плена и ложных догм. Ваше внимание и ваше пробуждение – это лучшая награда за мой труд. Мы стоим на пороге времени, когда эти древние истины становятся нашей реальностью. Понимая путь Иисуса не как чудо, а как результат осознанной практики и очищения, мы открываем дверь к собственной трансформации. Друзья, ищите истину не снаружи, а внутри своего чистого храма. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были со мной в этом поиске. Пусть свет знаний освещает ваш путь, а сердце чувствует резонанс с высшими частотами. Помните, вы способны на гораздо большее, чем диктует вам матрица. В завершение пару слов обо мне, как об авторе этого исследования. Я мастер-целитель, проводник в пространство 4D. Эти знания я получил напрямую от высших цивилизаций, которые ведут меня и направляют в поиски точной информации. Мой путь – это поиск истины там, где она была намеренно потеряна или забыта человечеством. Моя миссия – вскрыть программу управления, установленные в 325 году, и вернуть людям их законное право на управление своей биологией и энергией. Я здесь, чтобы помочь вам увидеть мир без фильтров страха и тяжелой материи. Мы возвращаем свет в наши клетки и вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Я не могу оставить вас без конкретного инструмента. Чтобы ваши клетки начали слышать чистоту истины, им нужно очищение. И самый простой, но мощный ключ – это талая вода. Сделайте это сегодня. Просто налейте воду в емкость и поставьте ее в морозильник. Дайте ей полностью замерзнуть, а затем пейте ее по мере оттаивания. В чем секрет? Талая вода обнуляет всю плохую энергию 3D-матрицы. Она меняет свою структуру, становясь живой. Попадая в ваш организм, такая вода начинает структурировать каждую вашу клетку, вымывая из нее информационную грязь и подготавливая ваше тело к принятию чистоты 4D. Это ваш фундамент свободы. Друзья, это лишь первая часть нашего большого исследования. Для тех, кто хочет узнать всю правду, обязательно посмотрите 2-ю, 3-ю и 4-ю части, которые выйдут на моем канале в самое ближайшее время. В них мы приступим к самому главному – разоблачению самой сильной книги на Земле. Мы разберем, как ее законы были переделаны и использованы специально для того, чтобы контролировать человечество и держать его в узде. Я покажу вам, как через эти тексты подменялась истина, чтобы скрыть от вас вашу настоящую силу. Не пропустите, это будет полное разоблачение основ матрицы. Я благодарю вас за то, что вы прошли этот путь вместе со мной до конца. Я потратил огромное количество времени, провел десятки бессонных ночей, изучая это трудное, глубоко спрятанное дело. Я делал это не для славы и не для признания. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Самая большая награда для меня – это ваше пробуждение. Чтобы вы открыли глаза, осознали свою истинную силу и вышли из-под контроля мертвых программ. Для этого я и существую. Для этого я и провожу свои расследования. Ваше прозрение оправдывает каждую мою бессонную ночь. Всегда ваш Михаил Падука.